Алматы расположен там, где городу вообще-то не следовало появиться. Прямо под ним тектонические разломы. Грунт здесь рыхлый, нанесенный горными реками, а значит, любое сотрясение усиливается почти на 1,5 балла. Однажды это уже едва не стерло город с карты. Чтобы такое не повторилось, здесь взорвали целую гору, в буквальном смысле, направленным взрывом, крупнейшим в мировой практике на тот момент. А еще отсюда, из тихого города у подножия гор, отправили на защиту Москвы дивизию, о подвиге которой потом слагали легенды, и не все из них оказались правдой. 7 фактов об Алматы, после которых этот город перестанет казаться просто красивой открыткой. Начнем с того, что определило судьбу города больше, чем что-либо еще. С земли, на которой он стоит, и с того, что случилось, когда эта земля впервые дала о себе знать по-настоящему. 28 мая 1887 года город, который тогда назывался Верным, за несколько минут превратился в руины. Землетрясение случилось рано утром около 4 часов, когда большинство жителей еще спали дома, а не на улице. И именно это, как ни странно, спасло многих. Каменные здания рушились, но одноэтажные глинобитные постройки, в которых жило большинство горожан, оседали медленнее и оставляли людям время выбежать. По итогам того землетрясения почти все каменные здания города были разрушены или серьезно повреждены. Погибло несколько десятков человек. Цифра по историческим меркам могла быть в разы выше, если бы толчки случились чуть позже, когда улицы наполнились бы людьми и повозками. После этого землетрясения весь город фактически отстроили заново, и именно тогда было принято решение строить преимущественно одно- и двухэтажные деревянные дома, способные пережить толчки вместо каменных особняков. Так появилась знаменитая алматинская деревянная архитектура, которую сегодня туристы фотографируют как что-то уютное и старинное, даже не подозревая, что она обязана своим существованием катастрофе. И это не разовая история. В 1911 году случилось еще одно – Кеминское землетрясение. Снова с серьезными разрушениями. Снова город приходилось латать. Между двумя этими катастрофами прошло всего 24 года. По геологическим меркам это почти ничто – мгновение. Сегодня сейсмологи прямо говорят, что Алматы – единственный город в Центральной Азии, где прогнозируется 10-бальное сотрясение. Не гипотетически возможное, а именно прогнозируемое. То есть вопрос стоит не «если», а «когда». При этом важно понимать, чем именно опасен этот конкретный город. Дело не только в самих разломах. Их достаточно много практически в любой сейсмоактивной зоне мира. Дело в сочетании факторов. Разломы плюс мягкий рыхлый грунт, который усиливает любое колебание, плюс огромная концентрация населения и застройки на относительно небольшой территории у подножия хребта. Ученые, которые в 1983 году составили первую научно обоснованную карту сейсмического микрорайонирования города, до сих пор уточняют границы этих разломов. Часть из них на старых картах отмечена лишь пунктиром, потому что данных для точной прорисовки все еще не хватает. Это не повод для паники прямо сейчас. Современные нормы строительства учитывают сейсмику куда серьезнее, чем 1,5 века назад, и новые высотки в городе проектируют именно с расчетом на подобные нагрузки. Но сам факт, что миллионный город стоит в точке, где стихия уже однажды почти все стерла и, по расчетам ученых, обязательно повторит попытку, заставляет иначе смотреть на его красивые проспекты и парки. Кстати, именно из-за этой постоянной угрозы городу пришлось построить одно из самых необычных инженерных сооружений 20 века, и оно тоже начиналось со взрыва. 7 июля 1963 года в горах над городом сошел сель – мощный грязекаменный поток, который в считанные минуты уничтожил высокогорное озеро Иссык, популярное место отдыха горожан, вместе с частью поселка рядом. Это была настоящая трагедия, которая ясно показала – рано или поздно похожий поток сойдет и в сторону самого города, и тогда счет погибших пойдет совсем на другие цифры. Решение выбрали радикальное. В ущелье над Алматы, в урочище Медео, решили построить защитную плотину. Но не привычным способом, послойной отсыпкой грунта, а методом направленного взрыва.
буквально взорвать склон горы так, чтобы обрушившаяся порода сама легла ровной плотиной поперек ущелья. 21 октября 1966 года прогремел первый взрыв. Несколько тысяч тонн взрывчатки одновременно. Через несколько месяцев, в апреле 1967-го, взорвали и второй берег. По массе одновременного подрыва это была крупнейшая операция подобного рода в мировой практике на тот момент. Суммарно ушло свыше 9 тысяч тонн взрывчатых веществ. Специалисты потом признавались, что боялись худшего. Вибрация могла повредить город, взрывная волна могла пойти не туда. Но расчеты сработали идеально. Ни одно здание в городе не пострадало, а образовавшаяся насыпь легла именно так, как предполагали инженеры. Проверку боем плотина прошла уже в 1973 году, когда с гор снова сошел мощнейший сель, и она его удержала, спасая город от повторения трагедии на Иссыке. На гребне этой самой плотины в 1972 году построили высокогорный каток, который потом установит больше 200 мировых рекордов и станет одним из главных символов города. На высоте почти 1700 метров, что само по себе делает его крупнейшим открытым высокогорным ледовым комплексом в мире. Спортсмены специально приезжали сюда бить рекорды именно из-за разреженного горного воздуха. Он создает меньшее сопротивление, а значит, конькобежцы показывают более высокие результаты, чем на равнинных катках. Важный момент. Сейчас каток закрыт, но не заброшен, а находится на масштабной реконструкции, которая должна завершиться к 2027-2028 году. То есть, если вы приедете в Медео прямо сейчас, льда и рекордов не увидите. Зато увидите саму плотину, ту самую лестницу из 842 ступеней и виды на горы, ради которых люди сюда и едут. Получается интересная деталь. Чтобы защитить город от одной катастрофы, здесь искусственно устроили другую, полностью контролируемую. И это сработало. А теперь стоит спуститься чуть ниже, туда, где Земля хранит свои секреты не так эффектно, но не менее интересно. Про Алматы ходит популярная городская легенда о таинственных катакомбах под Старым Вознесенским собором с золотыми иконами, скелетами и подземными ходами в сторону бывшего дома правительства. Легенда красивая, регулярно всплывает в местных телепередачах с участием экстрасенсов, но историки от подтверждения этой истории неизменно уклоняются, а серьезных документальных доказательств у нее нет. Поэтому оставим ее тем, чем она является – городским фольклором, и посмотрим, что под городом есть на самом деле. А на самом деле там есть две куда менее сказочные, но вполне реальные вещи. Первое – сама геология. Алматы стоит в глубокой впадине, заполненной рыхлыми осадочными породами, которые веками наносили две горные реки – Большая и Малая Алматинка. Слабый грунт означает, что при сейсмическом толчке колебания здесь усиливаются примерно на 1,5 по сравнению с более твердой породой. Именно поэтому землетрясение 1887 года и оказалось настолько разрушительным. Вторая вещь – уже не природная, а рукотворная. По всему городу до сих пор существует сеть настоящих советских бомбоубежищ гражданской обороны, построенных на случай ядерной войны. Эта практика была массовой по всему Советскому Союзу, и Алматы, как крупный региональный центр, получил свою долю таких объектов в достаточном количестве. Часть из них заброшена и сохранилась почти нетронутой с советских времен, с указателями, вентиляционными системами, иногда даже с остатками мебели и старой советской символикой на стенах. Городские исследователи регулярно находят и документируют такие объекты. Один, например, принадлежит бывшему плодоконсервному комбинату и получил у диггеров прозвище по цвету плитки в санузлах. Другой представляет собой небольшую сеть подземных помещений на территории городского архива. Большинство таких бомбоубежищ сегодня заброшены официально, но не полностью бесхозны. Часть числится на балансе предприятий или коммунальных служб, часть просто забыта и медленно разрушается без всякого учета. Доступ в них обычно закрыт, и попадают туда либо сотрудники соответствующих организаций, либо энтузиасты через не всегда законные лазейки, что, к слову, довольно рискованно физически, учитывая возраст конструкций и отсутствие вентиляции. Получается любопытный контраст.
В легендах город хранит под собой золото и тайны, а по факту рыхлую землю, которая усиливает землетрясение, и бетонные коридоры, построенные на случай войны, которая, к счастью, так и не началась. Но была и другая война, вполне реальная, и Алматы сыграл в ней роль, о которой знают далеко не все детали. 12 июля 1941 года в Алма-Ате началось формирование 316-й стрелковой дивизии из призывников и добровольцев со всего Казахстана и Киргизии. Возглавил ее генерал-майор Иван Панфилов. Уже осенью того же года дивизию перебросили под Москву защищать столицу от немецкого наступления в самый критический момент войны. 16 ноября 1941 года у разъезда Дубосекова произошел бой, который потом войдет во все советские учебники истории. По официальной версии, 28 бойцов из состава дивизии ценой собственных жизней остановили колонну немецких танков, не пропустив врага к Москве. История стала символом героизма на десятилетия вперед, с памятниками, фильмами, книгами. А теперь то, что знает уже меньше людей. В 1948 году военная прокуратура СССР провела расследование по факту этого боя и пришла к выводу, что каноничная версия истории со всеми 28 погибшими героями была журналистским преувеличением, а не точным описанием событий. Архивные документы показали, что в той самой роте на момент боя числилось около 140 человек, а не 28, и что после сражения выжило не менее 25 из них. Реальные потери всего полка в тот день составили около 400 человек убитыми. И это тоже страшная цифра, просто совсем другая, чем растиражированная версия про горстку героев, погибших до последнего. Материалы этого расследования были засекречены и стали известны широкой публике только во времена перестройки, спустя десятилетия после самого боя. Толчком к пересмотру истории послужило странное совпадение. Годом ранее в Харькове арестовали человека, который во время оккупации сотрудничал с немцами, и по документам он числился среди тех самых погибших 28 героев. Живой человек среди официально погибших. Именно это несоответствие и заставило прокуратуру копнуть глубже и поднять всю историю боя заново. При этом важно понимать, сам бой был настоящим, дивизия была настоящей, потери были настоящими, и мужество бойцов, которые действительно держали оборону под Москвой в критический момент войны, никуда не делось. Разошлась с реальностью именно конкретная растиражированная версия одного эпизода, оформленная для прессы военным корреспондентом уже после боя, со слов, которые позже оказалось невозможно проверить и подтвердить в исходном виде. Сегодня в Алматы работает музей истории дивизии, а в центре города есть парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев с вечным огнем и монументом, который стал одним из главных мест памяти в городе. И вот что интересно, сама история о том, как красивая легенда родилась из реального, но куда более сложного и кровавого события, говорит о городе не меньше, чем сам факт сформированной здесь дивизии. От истории про войну и память к истории куда более древней, туда, где память хранят не архивы, а сами скалы. Город стоит у подножия Заилийского Алатау, хребта, который поднимается почти до 5000 метров, буквально в считанных километрах от городских кварталов. Это создает редкий эффект. За 20-30 минут на машине можно переместиться из городского центра в альпийскую зону с ледниками и снежниками. Немного городов в мире могут предложить такой контраст в такой близости. Но горы вокруг Алматы интересны не только видами. В урочище Тамгалы, примерно в 1,5 часах езды от города, находится одно из крупнейших в Центральной Азии скоплений наскальных рисунков – петроглифов, часть которых датируется 2-м тысячелетием до нашей эры. Изображения солнцеголовых божеств, сцены охоты, ритуальные фигуры, выбитые в камне за тысячи лет до появления самого города, и объект настолько значимый, что в 2004 году внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ближе к городу, в ущельях Заилийского Алатау, находят следы куда более практичной, но не менее древней истории. Стоянки, где столетиями проходили торговые и кочевые пути, соединявшие оседлые земледельческие районы с горными пастбищами.
Каждое ущелье здесь по-своему уникально. Где-то это скальные каньоны, где-то альпийские луга, где-то ледниковые озера с водой настолько прозрачной и настолько холодной, что купаться в них решаются немногие. Получается, что горы для Алматы — это не просто красивый фон для фотографий, а живой архив, который хранит следы человека на несколько тысяч лет дольше, чем существует сам город. И, кстати, именно эти горы подарили миру кое-что, что есть, наверное, на кухне у каждого из вас. Алматы — единственный крупный город в мире, чье старое название буквально переводится как «Отец яблок», а современное имя тоже связано с яблоками. И это не просто красивая легенда для туристических брошюр. В горах Тянь-Шаня, прямо в окрестностях Алматы, до сих пор растут дикие яблоневые леса. И генетические исследования показали, что именно вид Malus sieversi, растущий здесь, является диким предком практически всех современных сортов домашней яблони, которые мы едим по всему миру. То есть, если проследить генеалогию любого яблока в супермаркете достаточно глубоко, следы приведут именно сюда, в горы над этим городом. Эти дикие яблоневые леса выглядят совсем не так, как аккуратные яблоневые сады, к которым мы привыкли. Деревья здесь разного размера и формы, плоды сильно различаются по вкусу, размеру и цвету, от совсем мелких и кислых до неожиданно крупных и сладких. Ученые считают, что именно это генетическое разнообразие и стало основой, из которой на протяжении тысячелетий люди отбирали лучшие экземпляры, постепенно выведя все привычные нам сорта. По одной из ботанических версий, дикие яблоки этого региона распространялись по древним торговым путям во многом благодаря лошадям и другим животным, которые ели плоды и разносили семена на десятки и сотни километров. А Великий Шелковый путь, проходивший в том числе через территории нынешнего Южного Казахстана, мог сыграть роль своеобразного природного конвейера, разнесшего яблоню сначала по Азии, а затем и по Европе. Сегодня эти леса находятся под угрозой. Вырубка, застройка горных склонов и изменение климата сокращают их площадь, и ботаники по всему миру бьют тревогу, потому что вместе с этими лесами может исчезнуть и уникальный генетический материал, которого больше нигде на планете нет. Международные организации по охране растений уже включили дикую яблоню сиверса в списки видов, нуждающихся в защите. А несколько заповедных территорий в окрестностях города специально созданы, чтобы сохранить хотя бы часть этих лесов нетронутыми. Получается, что где-то в получасе езды от центра миллионного города буквально растет корень всей истории одного из самых привычных фруктов на планете, и мало кто из туристов, покупающих магнитик с яблоком в подарок, об этом знает. И раз уж мы заговорили о том, что делает город особенным сегодня, стоит закончить взглядом на то, что можно увидеть в Алматы прямо сейчас, если знать, куда смотреть. Если собрать город воедино из землетрясений, взорванных гор, подземных бомбоубежищ, развенчанных военных легенд, древних петроглифов и диких яблоневых лесов, получается совсем не курортная открытка, а город с необычно плотной и разнообразной историей для своего размера. И это отражается даже в мелочах, которые сегодня можно увидеть своими глазами. Канатная дорога поднимает город буквально в горы за 15 минут. Редкость даже для городов, которые специально построены как горнолыжные курорты. Коктабе, смотровая гора над городом, дает панораму, где одновременно видны и городские кварталы, и заснеженные вершины на горизонте. А в парке первого президента находится один из самых больших плоских фонтанов в мире – искусственное озеро, отражающее горы, которые здесь, кажется, невозможно спрятать ни в одном ракурсе города. Алматы – город, который в буквальном смысле не может отвернуться от собственных гор. Они видны почти с любой улицы. Они определили его катастрофы, его инженерные решения, его военную историю и даже его название. Редкий город настолько прямо и честно связан со своим ландшафтом, вплоть до того, что этот ландшафт однажды его чуть не уничтожил. Землетрясение, которое перестроило город, гора, которую взорвали, чтобы его защитить, дивизия, которая ушла отсюда защищать Москву, и яблоки, чей род начался именно в этих горах. Алматы – не просто город у подножия гор. Это город, которого без этих гор просто не существовало бы.